Всем привет! Меня зовут Диана Болдырева, я тренер по мужским стрижкам в школе Диметриус. Сегодня вы увидите стрижку, называемую английская классика в нашей школе. Как стричь эту стрижку вы уже знаете из предыдущих видео на нашем канале, вот здесь. Но сегодня я акцентирую внимание на соединении плоскостей, потому что чаще всего здесь возникают вопросы у мастеров, и чаще всего на этом этапе форма становится круглой. Я начинаю стричь с височного блока. Височный блок – это то, что я вижу. Стою перед височным блоком, вижу, что у меня височный блок еще захватывает и затылочную, и все волосы я буду тянуть в плоскость. Сначала я сделаю предварительную филировку блока, затем я задам ребро жесткости, контрольный коридор, и дальше буду стричь в плоскости. Далее отсушу и буду дорабатывать в сухом виде. Я простригла оба виска и теперь приступаю к затылочной зоне. Я простригла затылочную зону и теперь перехожу к теменной зоне. Здесь я тоже буду делать предварительную филировку всей теменной зоны, задаю длину контрольного коридора и буду простригать всю теменную зону в плоскость. После того, как я простригла всю теменную зону в плоскость, у меня остались вот такие вот углы на соединение плоскостей. Очень важно соединять плоскости под углом. То есть ваша задача захватить прядь, ориентир ребро жесткости затылочной зоны и запас угла. Предположим, 45 градусов. Но этот угол, запас угла, вы сами будете регулировать в зависимости от физиологических особенностей вашего клиента. Потому что, первое, на этом участке волосы растут по кругу. И второе, здесь еще закругление головы на теменная зона с затылочной зоной и теменная зона с височными зонами. Вот как это делается. Я вижу ребро жесткости затылочной зоны и даю какой-то угол оттяжки. Каждая прядь на своем месте в плоскость затылочной зоны. Дальше я соединяю теменную зону с височной зоной. Я все волосы
перечесываю височную зону и делаю так же. Вот у меня контроль ребро жесткости височной зоны и угол запаса. Контроль ребро жесткости и угол запаса. Здесь то же самое, каждая прядь на своем месте. Ориентируюсь на плоскость височной зоны. Раньше, да и сейчас, в некоторых техникумах и колледжах учат срезать вот этот угол. Вот его как раз и не надо срезать, чтобы не потерять правильность квадратуры мужской стрижки. А сейчас я покажу, как большинство мастеров делают неправильно, закругляя всю мужскую форму. Берут вот так, срезают этот угол и двигаются по закруглению головы, срезая угол мужской стрижки. Я сушу волосы теменной зоны и дальше дорабатываю в сухом виде всю стрижку. Я высушила волосы, и как можете видеть, вот ступенька волос. Это тот угол запаса, который я сделала. Дальше я его дорабатываю, просто сводя тушевкой. На височной зоне видно угол запаса, но ближе к лицу волосы растут по кругу, и этот угол запаса уже не виден. И дальше я также дорабатываю тушевкой. И на другой височной зоне тоже я вижу нахлест, который создался из-за этого угла запаса. И дальше я его дорабатываю. Стрижка готова. Посмотрите, какая форма, квадратура мужской стрижки, вся на лицо. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будьте с нами, будьте с Диметриус.